Всем доброго денечка. Весна, весна, весне дорогу. У нас наконец-то растаяли снега по улице, по центральной, поэтому я сегодня открываю велосезон. Та-да-да-дам. Ну как открываю? Еду до магазина на нем. Конечно, по проселочным дорогам на нем еще не покатаешься, но до магазина я теперь хожу не пешком, считай. Вот такая вот у меня сумочка есть для покупок, для всяких разных. В общем, сейчас еду в магазин. Уже экипировалась, уже подкачала колеса, которые за зиму спустились. В общем, все, у меня велосезон открыт. Вот, выехала прокатиться. Вот так у нас уже просохла дорога. Сегодня очень солнечно. Еду из магазина, купила продуктов немного, положила в сумку вот сюда ее. Ну и вот так по улицам нашей деревни еще можно покататься. Хотя проселочные дороги все в сугробах, как видите. Кстати, каждую весну с наступлением солнечных деньков я покупаю себе солнечные очки. И в этот раз я не изменила свои традиции и приобрела себе несколько экземпляров солнцезащитных очков компании AMOV. Мне понравилось, что у этого бренда есть сертифицированная защита от ультрафиолетовых лучей, и мои глаза останутся в безопасности. А благодаря широкому ассортименту мне удалось легко подобрать очки под форму своего лица. И посмотрите, как они на мне смотрятся. Напишите в комментариях, какие очки вам больше всего понравились на моем лице. И вот эти вот, кстати, мои самые любимые мне, они понравились больше всего. Посмотрите, как они классно на мне смотрятся. Я просто в восторге от них. Линзы этих очков затонированы розовым градиентом, и это очень классно смотрится. Кроме солнцезащитных очков у бренда AMOV также есть компьютерные очки с защитой от экранного излучения. Каждый экземпляр продается в такой вот коробочке, внутри находится пыльник и также тряпочка для протирания очков. Всем, кому они понравились, я оставлю ссылку под этим видео и в закрепленном комментарии. А теперь угадайте, куда я такая счастливая иду. Какое видео я иду снимать для вас? Настал тот самый долгожданный момент, о котором вы просили, который вы очень долго ждали. Сегодня будем снимать видеообзор соседского дома. Та-дам! Для тех, кто подписан на мой видеоканал совсем недавно, поясню ситуацию. В одном из своих первых видео я обмолвилась о том, что по соседству у меня стоит дом, который продается. И у меня как бы нет соседа, и я ищу себе соседа, хорошего соседа, друзья. Так вот, чтобы у меня появился хороший сосед, я попросила у своего соседа текущего, который продает этот дом, ключи, чтобы показать вам этот дом. Значит, к дому есть подъезд в виде асфальтированной дороги. Вот так она выглядит. Зимой здесь всегда чистит спецтехника. Сейчас давайте поближе подойдем, посмотрим, как дом выглядит. Сразу скажу, что дом находится на стадии стройки, поэтому там очень много еще чего не доделано. Но, тем не менее, есть много плюсов, о которых я сейчас расскажу. Внешне он выглядит как будто 2 этажа, но внутри там на самом деле 3 этажа. Вот здесь, значит, у нас калитка, которая ведет к входу в дом. Сейчас мы туда зайдем, посмотрим. Вот здесь крыльцо, здесь можно заходить. Давайте с другой стороны посмотрим. Дом состоит из 2 частей. Значит, одна часть кирпичная, вот так она выглядит. А вторая часть у нас деревянная, из деревянных брусьев обтесанных, пластиковые окна, фундамент кирпичный, очень высокий. Здесь вот есть вентиляция. Так вот. И вот с этой стороны дом вот так вот выглядит. Здесь раньше были окна, и, как сказал сосед, вот эти окна можно восстановить. По сути, можно сделать снова оконные проемы, ставить туда стеклопакет, и у вас будет здесь окна. Вот, с этой стороны участок возле дома выглядит вот так. Вид с участка на посевное поле. За участком протекает река небольшая, речушечка такая. И там водятся кабаны, косули и лисы. Сама была свидетельницей. Видела, как здесь бегают лисы.
Видела очень много заячьих следов. Ну, я говорю про свой участок, поскольку дом соседа рядом со мной стоит. С другой стороны, вот соседствуют здесь дачники. Здесь тоже постройки, видите. Вот эта вот баня, она не соседская. Это баня соседа получается. Значит, сразу скажу, сосед сказал, что здесь есть выгребной колодец, куда сливается, куда предположительно должна сливаться вся канализация. Вот где-то он здесь вот располагается. То есть канализационная система здесь уже предусмотрена. Так, ну вот с этой стороны вот так вот выглядит терраса. Она недостроенная, сразу скажу. Здесь, кстати, есть какие-то ягодные кустарники. Я не знаю, что это, малина или... Да, это малина, вот судя по маленьким ягодкам, это малина. Кусты малины здесь есть, да, получается. Я думала, нет никаких ягодных кустарников. Вот. Здесь уже вид на мой домик. Так, ну что хочу сказать. К дому подведен газопровод. Вот он стоит. Вот газопровод. И он уже вот здесь вот к счетчику ведет снаружи. То есть газ в дом, можно сказать, заведен. Ну, как сказать, газовая труба проложена. Так, ну давайте зайдем в дом. Здесь такая вот лестница. Та-дам, та-дам. Заходим и попадаем на крыльцо. Вот. Вот счетчик, собственно, газовый, поближе посмотреть, если хотите. И вот труба газовая, она заходит в стену кухни сразу. И вот такой вид с крыльца у соседа на мой домик практически, да, и на мой участок, можно сказать. Крыльцо достаточно вместительное, большое. Вот такое вот оно дощатое. Дверь металлическая. Вот. И заходим смотреть домик. Изнутри дверь вот выглядит вот так вот. И заходим в дом. Смотрим, что здесь. Вот налево от нас сразу кухонное помещение. Дом без заделки. Вот здесь такая вот стена. Обтесанные бревна хорошие. Мне очень нравится вот эта текстура дерева. Здесь есть розетка. Вот. Электричество проведено здесь. Вот окно. Открывается все здесь. Ну, конечно же, все надо мыть. Вот оно рабочее окно. Вот, собственно, газопровод, к которому можно подключить газовую плиту. Свет есть, 5 киловатт, но я веду сюда уже 15 киловатт, 3 фазы. Оплатила электричество, вот летом здесь будет 15 киловатт. Вот мы заходим в основную часть. Такая вот дверь межкомнатная здесь. И вот такая небольшая комнатка. Здесь, обратите внимание, уже споты вставлены, свет. Здесь вмонтирован в потолок. Вот. Вот здесь, в этой части, как раз заколоченные окна. Их можно сделать снова, если вам захочется. Но, если честно, я бы сделала с торца здания еще вот здесь окно, по возможности, чтобы на веранду выходило оно. И вот такие вот большие окна здесь. Я снимаю с утра, солнечный свет сюда попадает с утра. Вот такой вот вид из окна. Одно из окон, оно открывается. Вот здесь есть створка, можно открыть его. Окна достаточно низкие. Мне можно сказать, по колено вот этот уровень. Вот. Так, вот здесь, значит, мы выходим опять в коридор. Вот здесь у нас дверь в помещение, которое предположительно для санузла. Как сказал сосед, здесь есть уже отверстие для канализации. А вода в дом пока еще не заведена, но рядом стоит колонка. Рядом с домом, я ее покажу чуть позже. Вот эта дверь ведет на крыльцо. Ой. Вот так вот. Вот такой вид открывается прекрасный с крыльца. Представляете, как здесь будет красиво? Ну, если, конечно, крыльцо отремонтировать. Крыльцо требует пола, нужно пол делать и крышу. Вот. Тогда это будет, ну, как я называю это крыльцо, да, на самом деле это терраса, она достаточно вместительная, большая, смотрите, какая огромная. Ну, здесь можно сделать летнюю кухню, ну, все что угодно можно сделать.
Вот здесь рядом с этой дверью сразу идет, ну, кладовка под лестницей. И здесь подпол. Вот, я не знаю, свет плохо. Ну, в общем, здесь подпол. И, конечно же, давайте поднимемся по лестнице и посмотрим, что там наверху. Вот так вот выглядит второй этаж. В таком состоянии пока, конечно, здесь требуется отделка, утепление и так далее. Вот здесь окно у второго этажа. Вид из окна, конечно, шикарный. Комната здесь, как бы, получается, вот эта вторая на втором этаже ограждена 3 секциями, да, получается. Вот здесь вот одна комната. Здесь из окна вид на дорогу. И вот здесь вторая комната. Тоже вид из окна на дорогу вот с этой стороны. Ну и вот здесь вот окошко на прекрасный вид из окна. Давайте посмотрим, откроем. Вот. Вот здесь вот крыша внизу находится. Крыша террасы, в смысле. И вот такой вот вид у нас открывается. Летом здесь, конечно, очень красиво. Сейчас март месяц. Но здесь поля, засеянные пшеницей. И вон там вдалеке различные леса. Ну, очень красивый вид, конечно, здесь из окна. И видно мой участок в том числе. Вот здесь вот яблони мои все. Вот так вот. Очень красиво. Если честно, ради одного только вида, если бы у меня были деньги, я бы купила этот дом и сделала бы из него гостевой дом под аренду. Так, ну вот здесь получается на втором этаже 2 комнаты, разделенные деревянной перегородкой. Вот здесь вот тоже можно сделать что-то типа комнаты. Вот с одной стороны крыши. Но здесь, конечно, нужно все утеплять. Если на зиму все делать. Ну, здесь как бы предположительно вход на 3-й этаж. Подняться я туда не могу, вот там небольшое окошечко, но там есть тоже, получается, помещение под 3-й этаж. Вот такой вот второй этаж у нас. Идемте спускаться вниз. Вот здесь электрический счетчик, вот здесь щиток находится. Ну, в общем-то, вот. Так вот он выглядит, отделки никакой практически нет, ну так, чуть-чуть, да. Полы такие вот. Здесь в этой комнате, здесь вот такие полы. Выключатели есть, вот. Вентиляционные решетки тоже предусмотрены. Вот здесь тоже вентиляция есть под газовую плиту. Вот. Ну, в общем, вот такая история. Вот здесь, кстати, тоже есть какие-то деревья, но я не знаю, что это за деревья. Может быть, это яблони, может, груши. Все-таки на участке соседа есть какие-то деревья. Вот это, по-моему, старая вишня. Вот это тоже вишня. Вот это не могу сказать, что это за деревья, но какие-то маленькие все-таки есть. Немножко кустиков малины и немножко деревьев. А в основном все скошено, подпилено. Участок ровный, очищенный от травы и от деревьев. И участок находится под уклоном. Ну, в общем, вот так вот дом выглядит. Он достаточно внушительный. У него очень хорошая крыша, хочу сказать. Пока снег на моей крыше очень долго таял и сползал, а с крыши соседа снег просто скатился, как только солнце начало его согревать. То есть с крыши снег здесь счищать не нужно. Вот здесь колодец газовый. Сразу хочу показать, это перед домом находится он. Вот здесь вот прям. И газовый трубопровод, он заходит в дом здесь. Вытяжка вот так вот выглядит. Такая небольшая маленькая труба. И вот, видите, дом соседа. И вот прям рядышком здесь находится действующая колонка. То есть, по сути, воду из нее можно провести. Вот, видите? Вода здесь есть, вода чистая. Когда у меня зимой замерзали трубы и прекращала течь вода, я сюда ходила, в колонке набирала ее. Прямо вот рядом с моим домом эта колонка находится.
Ну, то есть завести воду в дом, это, ну, расплюнуть. Вот здесь вот колодец водяной. Вода рядом с домом прям. Водопровод здесь сельский, скважину можно не бурить, да, то есть вода, она уже есть, по сути, просто ее нужно завести в дом. Ну, вот такой вот домик. Я бы его, конечно, приспособила либо под дачный, либо для аренды на лето, да. Если бы у меня была такая возможность, я бы сдавала его в аренду своим подписчикам, которые приезжают в гости отдохнуть и так далее. Но, к сожалению, это только идея, всего лишь моя идея. Как распоряжаться этим домом, решать вам, если вы станете его покупателем. Вот. Ну, территория перед домом достаточно хорошая. Здесь тоже все ровненько, чистенько. Можно сделать хороший подъезд к дороге. Рядом растут вот березки, ели рядом с этим домом. Вы, наверное, много раз видели этот дом. Когда я каталась на велосипеде и гуляла по улице, я периодически его снимала. В принципе, этот дом можно обустроить так, что и как постоянное место проживания, да, но на первое время как под дачу он подойдет. Но если вы захотите его как постоянный обустроить домик для постоянного места жительства, то, конечно, тут требуются основательные работы. Значит, ссылку на объявление о продаже этого дома я оставлю под этим видео. Заходите, смотрите в описании видео и в закрепленном комментарии. Цену не буду говорить, потому что как бы хозяин сам назначает цену, какая она там будет в объявлении. Это его дело. Вот. Ну, здесь, в принципе, очень достаточно хорошее место. Мне нравится, здесь вот поля рядом. Там уходит дорога в лес, вон туда. Ну, вот здесь вот уже мой участок начинается с этой стороны. Знаете, я хочу сказать еще, я ищу себе хорошего соседа, добродушного, всепонимающего, дружелюбного. Если вы являетесь таким соседом, и вы засмотрелись на этот соседский дом, то, пожалуйста, welcome, как говорится. Покупайте этот домик, и мы будем с вами соседями. Вот. Видите, какая у него крыша? Снег там сползает просто моментально. Вот у меня очень долго сползает снег. Вот он уже сейчас оттаял, но потребовалось какое-то время, чтобы он растаял. А у соседа прям вот в феврале уже все сползло моментально. Крыша вообще классная, конечно, у него. Ну, в общем, вот, наконец-то я сняла этот обзор этого дома. Вы сами все видите, делаете выводы и пишите хозяину этого дома, если хотите его купить. Ссылку на объявление о продаже этого дома я оставлю под этим видео в описании. Представляете, вышла сейчас полюбоваться на закат. Иду и слышу шум реки. Я не знаю, насколько слышно, хорошо ли слышно будет на камеру, но она прям шипит. Похоже, она вскрылась, речка, лед пошел, и она прям так бурно-бурно шумит. Сейчас попробую вот к бане ближе подойти и послушать, постоять. Но отсюда мне очень хорошо слышно, не знаю, как на камеру. Сейчас поближе подойду. У меня там за участком, позади участка река, где-то метрах в 30-40, где-то так. И прям она так шумит сейчас мощно. Слушайте, очки просто классные у меня. Смотрите, какие. Ну вот, на сегодня все. Всех благодарю за внимание, за лайки, подписки, комментарии и, конечно же, донаты. Я очень благодарна вам за них. Пока-пока, увидимся в следующих видео.